Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же тихо войдет в вашу жизнь? Кто же станет, может быть, вашей новой музой, да? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких энергиях вы пребываете сейчас. Ох, какой вы серьезный, солидный. Боже, вот вы зарабатываете деньги, знаете, такое ощущение, что с утра до ночи просто вот у вас заработок, больше ничего. Вот личная жизнь ноль, просто ноль, да, какие-то свои желания, тоже это все отодвинуто. Вот вы как-то вот ушли полностью в работу. Причем эта работа вас настолько сильно поглощает, что, может быть, вы просто уже приходите и валитесь с задних ног. Вот настолько вот, то ли это еще какая-то дополнительная работа, кто-то, может быть, тянет две работы, либо же добавилось, да, вот работы. Ну, знаете, даже может проигрываться, что вы внешне, ну, такой суровый, грозный дяденька такой, да, что, казалось бы, такой, ну, чересчур даже серьезный такой. Также может проигрываться, что у вас на данный момент очень такая вот плачевная переживательная ситуация, которая связана с женщиной. Когда не хочется никого и ничего, вот работа – это единственное, что вам нужно. Там, где вы можете хоть немножечко отвлечься. Потому что вот настолько вот глубокие ваши вот эти вот переживания, душевные раны, которые вам нанесла женщина, что ну совершенно вам не хочется больше нигде не тусоваться, не особо общаться ни с кем, да. Даже может проигрываться, что вам не хочется новых отношений, я вам скажу. Вот как-то, ну, не до этого абсолютно, абсолютно не до этого. Плюс вы еще полностью, я бы сказала, ну, душой вы в прошлом. Вот вы обращены душой, сердцем, мыслями, вот как-то живете вы прошлым. На будущее абсолютно как-то вот, знаете, вот как будто безразличие какое-то. Вот безразличие из-за вот этого вашего такого вот печального состояния, как будто вот все равно уже, что будет, да, вот как будто руки опустились, такая вот депрессивная, такая вот, знаете, вот полоса жизни, когда вот есть только работа и ничего кроме работы, и больше ничего и никого не хочу. Итак, кто же войдет в вашу жизнь? Давайте-ка посмотрим, что у вас будет вообще в личной жизни, потому что я не вижу дамы от слова совсем в вашей жизни. Так, в вашей жизни через какой-то период появится женщина, причем очень такая, знаете, дамочка видная, очень ухоженная, красивая. Таких женщин любят мужчины. Она скорее будет темноволосая, может даже длинноволосая быть, очень ухоженная, такая интеллигентная дама. Она в своей жизни тоже ищет мужчину, который вот именно для серьезных отношений. Она появится, знаете, вот в тот момент, когда вы уже немножечко отойдете от своей вот грусти и печали. Потому что, ну, то, что я сейчас вижу, ну, это вам не до женщин совершенно. Она войдет насколько, знаете, вот реально как-то тихо, вот она как-то вольется в вашу жизнь, и вы начнете общаться настолько вот как-то легко, как будто вы 100 лет уже знакомы. Вот такое общение, это будет, ну, совершенно невзначай такое знакомство, да, вот как-то слово за слово, да, вот я не буду сейчас, как всегда, я держу интригу, да, где вы будете знакомиться, не хочу никого программировать. Ну, как-то вот, знаете, как старые приятели. Это настолько классное чувство, я вам скажу, когда ты с человеком общаешься и понимаешь, что настолько тебе легко, приятно и комфортно общаться. Причем это будет, ну, знаете, вот, ну, сродни любви с первого взгляда. Вот казалось бы, да, вот уже вроде бы и возраст, да, может быть, кто-то скажет, не тот возраст, это в 20 лет можно так влюбиться. Нет. Любви все возрасты покорны, да?
Причем это будут довольно такие романтичные отношения. У вас откроются такие черты, которые, может быть, даже вас самих удивят. Вот вы будете делать даже то, что раньше вы не делали, какие-то поступки, может быть, да, какие-то даже, я не знаю, там, если вы раньше, допустим, не делали, не организовывали ужин при свечах, то сейчас вы будете. Если вы там, я не знаю, прогулки при луне не привыкли устраивать, то сейчас будете, да, ну то есть массу вот этих романтических моментов можно придумать. Причем это будет как будто вот изнутри из вас идти вот эта потребность. Вам самому будет хотеться что-то такое сделать. Вы будете пусть делать неумело. Может быть, это ну, неловко немножко будет. Но вам самому захочется как-то ее приятно удивить, как-то ну, порадовать, что ли, да. Причем вот с помощью этой женщины вы настолько воспрянете духом, вот реально, вот вы станете и более веселый. Вы как будто будете вот летать, порхать. Знаете, вот состояние, когда как будто бы крылья вырастают. Вот настолько вот легко, даже окружающие вот видят в таком состоянии, когда человек влюбленный, да, когда сияют глаза, когда ты с легкостью все делаешь, когда ты бегаешь, там у тебя работа кипит, бурлит, ты делаешь настолько все быстро, легко, это всегда заметно окружающим. Так, что же еще будет в ваших отношениях? Как же они будут развиваться? Так, вы будете, знаете, с этой женщиной ходить на разные вот какие-то вот, ну я не знаю, увеселительные заведения, что ли. То ли это компании, да, вот когда дружат семьями, допустим, когда друзья собираются, да, со своими там женами, либо женщинами. Очень такой, я бы сказала, будет у вас с ней активный период. Вот если сейчас вам никого и ничего не хочется, вот такое состояние, что вот работа и все, да, ничего не хочу, ничего не буду, да, ну нету, так и нету никого, то с ней это будет абсолютно другая жизнь. Может даже поменяться у вас, я не знаю, какой-то график, режим дня совершенно вот, ну по-другому все будет. Даже если вы, допустим, спать ложились, привыкли ложиться поздно, либо же рано, да, то сейчас вы будете, ну, вернее, с этой женщиной, да, вы будете, вот когда будете общаться, то будет все по-другому, все будет наоборот, да, кто, допустим, ложился рано, будет поздно ложиться, кто привык как-то к домоседству, вы будете постоянно где-то бегать с ней, постоянно вот какие-то прогулки, куда-то поехали, да, там на природу, может быть, еще там в парк, еще куда-то, да, ну, то есть она такая вот, она живчик будет, она в принципе, она вытащит вас из этого вот состояния. Потому что вы познакомитесь, да, когда вы будете уже отходить от этого состояния. Но вы не до конца ведь еще, так просто в одночасье нельзя ведь выйти из депрессии. Но с помощью нее вот она вернет вас к жизни, вернет вот это ощущение счастья и любви, когда ты нужен. Это настолько суперское такое вот состояние. Причем вот вам будет нравиться. Нравится, вот как говорится, вот плясать под ее дудку. Насколько вот вы влюбитесь в нее, что вы сами будете включать постоянно свою вот бурную фантазию, чтобы такого придумать, чем бы ее порадовать, да, потому что вот она, девушка такая, она с одной стороны, вот она вроде бы красивая, как королева, идет, как пава плывет, да, но в душе она очень простой человек. Она настолько простая, что, казалось бы, вот внешний и внутренний мир, ну, немного не совпадают. Внешне она такая, может быть, королева, да, красотка, такая неприступная, которых довольно часто мужчины боятся, кстати. В душе она очень такая теплая, такая доверчивая, надежная. Поэтому в вашей жизни появится женщина, которая реально как-то вот тихо войдет, да, вот как будто она всю жизнь была, как будто вы ее знали 100 лет, просто давно не виделись. Это большая редкость, в принципе, когда встречаешь человека, с которым ты
на одной волне, да, с которым ты вот дышишь просто вот, ну, одним воздухом, да, с которым ты смотришь не друг на друга, а в одну сторону. Поэтому, ребята, смотрите, вот я понимаю, что, конечно же, многие из вас, ну, довольно психологически травмированы, да, ну, жизнь сейчас такая, что очень много разводов, к сожалению, очень много пар распадается. Поэтому это нормально, да, вот если вы еще не вышли из состояния какой-то депрессии, если вы не вышли из состояния апатии, да, вот некоторые мне в комментариях пишут, что ну просто жизнь не мила, да, ничего не хочется, пустота в душе, обида и так далее. Это нормально, я вам скажу. Абсолютно, это, ну, это психика, это наша защитная реакция психики, потому что, ну, невозможно, да, вот разойтись и ходить, смеяться, веселиться, все замечательно, все прекрасно, да, но такого не бывает. Нужно отработать этот период, отболеть, отгоревать, да, это бывает у каждого абсолютно человека, я уже не раз рассказывала в своих видео, что нельзя прыгать из одних отношений в другие, это ничем хорошим не заканчивается. Нужно именно немного отойти, пусть побыть одному. Кто-то уходит в работу, кто-то уходит там, может быть, в свои хобби какие-то, может быть, кто-то там рисует, мастерит что-то там, ну что угодно это может быть. Просто нужно это пережить, да, переболеть. Главное не опускаться, не надо в рюмки заглядывать, там, либо же по женщинам идти, да, во все тяжкие опускаться. Ну зачем? Ну, кому вы хуже сделаете? Вот, ребят, ну, вы же понимаете, что вот если вы опуститесь, я вам скажу, вот, кому плохо, я сейчас обращаюсь, особенно к тем, кому очень плохо морально, да, кому вы сделаете хуже, если вы, ну, будете опускать сами себя на дно ниже плинтуса? Ведь эта рюмка чая, она же ситуации не меняет, понимаете? Она меняет всего лишь восприятие, но опуститься можно. К этой рюмке можно привыкнуть и пойти уже по наклонной. А ваша бывшая будет только смеяться и скажет, что посмотрите, он без меня опустился, да, во что он превратился, стал, допустим, там грязный, неряшливый, никому не нужный, пьющий и так далее. Ну, я думаю, никому из вас не хочется, чтобы бывшая о вас так отзывалась. Поэтому, как бы тяжело не было, держите себя в руках, ну, вы сильные мужчины все-таки. И, знаете, лучшее, что вы можете сделать, ну, и для себя, и для своей бывшей, докажите ей, что вам без нее классно живется, что вы без нее не погибаете, что вы не умираете, что жизнь продолжается, и что ваша жизнь еще лучше, чем была с ней. Вот этого, конечно, они уже не переживут. Это уже начинает у них и жаба давить, и тогда ревность какая-то, шок у них, как это он без меня не пропал. А вы вот докажите. Вот просто сами себе и ей докажите, что жизнь прекрасна, что вы сильный. Жизнь продолжается, и у вас будет все хорошо и настрой на позитив. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!